Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами процессом того, как я обрабатываю акварель для стоков. В принципе, акварель для стоков я начала делать для того, чтобы больше практиковаться. То есть я понимала, что мне нужно больше практики, просто больше рисовать для того, чтобы улучшить свои навыки. Но просто так это делать мне всегда как-то не очень. А тут я подумала, что, может быть, я этим смогу еще и зарабатывать. В общем, это хороший стимул для меня был. И поэтому я взялась за дело. И сегодня я показываю вам, как я делаю наборчик из листочков. Я люблю наборчики делать, потому что из них потом можно выкрутить много чего. То есть можно и чисто вот этот наборчик сделать, потом можно из разных листочков сделать паттерны. Я, в принципе, очень люблю паттерны, особенно вот такие вот, ну, типа с природными какими-то элементами, с листочками, с цветочками. Я обожаю это делать, крутить, вертеть. В общем, такие вот наборы, они удобные как раз таки тем, что из одного можно сделать 10. Плюс можно всего один релиз сделать для того, чтобы загрузить на стоки. Единственное, что я заметила в этих стоках, если есть похожие паттерны, просто с разными фонами, то, например, Shutterstock, он не любит такие вещи. Он говорит: ой-ой-ой, у вас уже тут это было, что-то похожее. Не-не-не, это мы не будем принимать. Другие, там, Adobe Stock, еще Deposit фото я выкладываю, они такие: сыпьте все, мы все принимаем. Вот, поэтому на Shutterstock я обычно не выкладываю вот с разными фонами, но я всегда стараюсь там 2, 3 фона делать разных, поэтому это еще больше увеличивает как бы количество картинок, которые я выкладываю. Чем больше картинок, тем больше шансов, что их кто-то приобретет. Так что это повышает шансы на заработок, что, в принципе, хорошо. Но как бы уменьшает количество практики, которую я делаю, но чем больше картинок, тем лучше становятся мои навыки, тем больше шансов того, что кто-то купит эти картинки. В общем, одна польза, как мне кажется. Хотя отдельные рисуночки я тоже делаю, но я заметила, что слишком сложные такие акварельки, такие, знаете, продуманные, с кучей деталей, они не очень хорошо заходят, они не настолько популярны, потому что я регулярно отслеживаю, что там на первых страничках по запросу акварель просто находится. То есть я тоже стараюсь там быть в тренде, какие-то вещи подсматриваю. В основном, конечно, на Shutterstock это фончики, на Adobe Stock тоже такие простые какие-то акварелечки. То есть чем проще, тем лучше. В принципе, в моем случае это хорошо, потому что сложные акварели — это вообще немножечко не про меня. Я не очень люблю сложно сочиненные композиции такие. Я не люблю очень долго рисовать, то есть вот такие вот легкие акварельные скотчи, скетчи — это как раз про меня, для меня и то, что я люблю и знаю. Вот. Дальше я как раз показываю, как я это все обрабатываю. То есть я прям весь процесс, ну, кроме, понятное дело, загрузки, потому что там нет ничего интересного, как мне кажется. Ты просто сидишь, бесконечно подбираешь эти ключевые слова и все. По поводу махрушек акварельных, я заметила, что и в "Инстаграме", и на "Ютубе" очень многие рассуждают: убирать их или не убирать. Я за то, чтобы найти золотую середину, потому что, да, когда их слишком много, когда совсем такая ажурная штука. Хотя, в принципе, если вы будете потом на белом фоне это все делать, то, может быть, есть смысл их оставить. Я предполагаю, что вот такие вот наборчики, их все таки беру для того, чтобы потом их вырезать, скорее всего, с этого белого фона, и дальше использовать там, например, для каких-нибудь открыточек, для там, не знаю, для чего они там будут их использовать. Ну, короче, дальше с ними что-то делать, а не просто вот одним куском, как бы одной картинкой. Поэтому я немножечко срезаю сами вот эти махрушечки, я немножко их, ну, как бы причесываю, кое-что добавляю, потому что иногда бывает, что-то удаляется, какие-то там перекашиваются картинки, ну, там, бывает, что-то уходит, приходит, как-то диспропорция. Я это все в принципе, почищаю. Еще я стараюсь не оставлять белого кантика. Знаете, когда там есть чуть-чуть белизны такой вот в акварели, в самом контуре, она очень плохо, конечно же, смотрится, если вы делаете паттерны на цветном фоне. Это ужасно, это очень неопрятно получается. То есть
ну, в этом что-то есть. Иногда это очень красиво смотрится, но зачастую это смотрится просто неопрятно. Плюс я немножечко поправляю форму, своих акварелек, кое-что, ну, какие-то там моменты, где я там залезла, вылезла, но не полностью. То есть я стараюсь все-таки оставить саму структуру акварельную, то есть показать, что ну, это живая акварель, что это действительно что-то сделано, потому что, ну, конечно, в фотошопе, если что, я, кстати, в фотошопе делаю, в фотошопе есть акварельные кисти, но они штампованные, то есть это штамп. Никак вы не добьетесь настоящей акварели искусственно, поэтому, как бы я всегда оставляю. Потому что я недавно, кстати, в каком-то мессенджере видела новый наборчик, со стикерами, и там как раз-таки акварельный набор, и там в одном стике прям видно, что акварельная бумага была, то есть это видно, что, ну, сделано вручную, а потом просто вот оцифровано также. Это так красиво, это так интересно, это так, не знаю, мне прям завораживает это действие. Но там явно очень крупнозернистая была бумага акварельная. Я думаю, что тоже надо что-нибудь такое попробовать, такие крупные формы на крупнозернистой бумаге, чтобы эта зернистость осталась. Потому что, мне кажется, акварельнее больше ничего нельзя придумать, чтобы вот бумага просвечивалась, чтобы видно были все эти разводы. Так что я за то, чтобы акварель оставалась акварельной, чтобы ее не выглаживать, чтобы ее не вылизывать, но совсем такие моменты, где, ну, совсем такие махрушечки, вот эти все отступления, ну, нужно их все-таки убирать. Ну, опять-таки, нужно понимать, для чего вы это делаете, потому что иногда это прям нужно, это какой-то важный элемент вашей акварели. Всегда нужно понимать, зачем вы это делаете, как вы это делаете, как это будет дальше использоваться. То есть я стараюсь как бы думать вот о том, что будет человек делать, когда он, ну, приобретет, например, эту картинку, что он с ней будет делать. Он будет ее тоже вычищать, он будет ее вырезать, или он как бы возьмет и сразу вот как она есть. Плюс вот для для паттернов нужно все-таки подчищать достаточно хорошо, потому что белый вот этот фон, если еще накладывается друг на друга, у меня там есть один косяк, который я увидела уже, когда выложила картинку, что в одном месте мои цветочки плохо были вырезаны, они наложились друг на друга, получилось, ну, недостаточно красиво, как мне кажется. То есть в целом оно смотрится хорошо, но недостаточно. Кстати, хочу сказать, что сканирую я на максимальном разрешении. Ну, кстати, здесь у меня видно, что какая-то палочка попала. Я стараюсь, в принципе, всегда протирать перед сканированием поверхность, потому что кошачья шерсть попадается моя, мои волосы попадаются регулярно, не знаю, почему так случается. Вот, какие-то палочки, что-то постоянно происходит, но его можно убрать, но лучше этого не делать. Вот, потому что для стоков там 300 DPI достаточно, но я всегда на 600 сканирую для того, чтобы все-таки скан захватил все вот эти акварельности. Потому что чем ниже качество, вот на 300, мне кажется, что половина цветов съедается, половина структуры съедается. И поэтому я, ну, стараюсь не делать этого. Плюс я стараюсь какую-то цветокоррекцию сильно тоже не делать. Чуть-чуть ярче я делаю, но не радикально. То есть, опять-таки, я оставляю акварельность, оставляю полупрозрачность, иногда ее даже увеличиваю, если мне хочется. Вот, но как бы сильно не перекручиваю, потому что я пару моментов было такие, когда я выкручивала прям на полную катушку, слишком ярко делала, и вот все, акварель пропадала, она уже была не такая интересная, уже была просто искусственно созданная картинка, мне это совершенно не нравится. Когда я создаю полностью вот эту картинку исходную, я тоже там немножко перемещаю все эти объекты, чтобы они, ну, более как бы скомпонованно выглядели, удобно, и красиво. Я когда научилась это делать на фотошопе, я прям была очень рада, потому что, в принципе, я очень-очень начинающий фотошопер, я занимаюсь этим буквально пару месяцев и так не сильно углубляюсь в процесс. Ну, как бы я нахожу только то, что мне нужно. То есть когда у меня я сталкиваюсь с проблемой, тогда я ищу решение и что-то, в общем, делаю в фотошопе, но я не знаю прям всех-всех тонкостей, вот, о которых я могу вам рассказать, то есть я только стандартное что-то делаю. Зато, кстати, в новом фотошопе, у меня, получается, 2021 года обновление, появилась вот эта возможность создания узоров, потому что до этого, я так понимаю, это было только в иллюстраторе. Это надо было вот переносить из программы в программу, чтобы сделать это повторяющийся узор, чтобы можно было кусочек сделать и потом заливать любую поверхность этим узором.
Вот сейчас это появилось в фотошопе, и это прям спасение, мне кажется. Но, кстати, нужно быть аккуратным в плане вот этих вот узоров. Они не всегда, бесконечные, в том плане, что, они не всегда так правильно обрезают все моменты, чтобы можно было делать бесконечный паттерн. Да, они создают паттерн, создают узор, но вот нужно следить за, крайними цветочками там или элементами, которые у вас есть, потому что, ну, Photoshop не всегда прав в этом деле. Вот, поэтому я обычно делаю парочку паттернов. Тут я вообще, когда создавала этот набор, у меня немножко настроения не было, ну, какого-то такого творческого, поэтому я сделала что-то очень стандартное. То есть я делаю пару паттернов из веточек, потом я делаю какую-нибудь рамочку из этих же веточек. Плюс можно было на самом деле из разных веточек тоже сделать паттерн, но я почему-то об этом то ли забыла, то ли не захотела, я так и не поняла. Ну, как бы я сделала, по-моему, 8 картинок, я потом еще, у меня было пару сканов, которые я сделала, я обычно там пачкой в 10 штук делаю и загружаю там каждый, ну не каждый день, каждые 2-3 дня стараюсь все-таки что-то выгружать. Вот, вначале я, кстати, отсканировала все, что у меня было, на самом деле куча картинок, которые потом можно вот обработать, доделать, переделать, немножко цвета переделать, и у вас уже, на самом деле, куча картинок получится, что тоже удобно в начале. И, кстати, в принципе, когда я создаю свои акварели, я стараюсь их плотно полностью приклеивать для того, чтобы бумагу не вело. У меня было несколько очень хороших работ, но которые повело очень сильно. И, в общем, были сложности в том, чтобы их, ну, отсканировать. Плюс я всегда, когда сканирую, прикладываю какую-нибудь книгу тяжелую, даже если листик очень ровный, все равно, чтобы полностью прижать к поверхности, чтобы нигде не исказилось, нигде никаких там вот этих потемнений, еще чего-то не было. Вот. Поэтому я всегда прижимаю. И когда я пишу, я стараюсь все таки не так много воды добавлять, как мне хочется обычно. То есть такие лужи я стараюсь все таки не делать, потому что, опять-таки, искажается сильно бумага, и смысла от этого рисунка нету, потому что вы не сможете его нормально обработать, вам придется там, высветлять, осветлять, вырезать, добавлять. В общем, мороки будет гораздо-гораздо больше, поэтому для стоков я делаю такие вот какие-то простые акварельки, простые, понятные, с которыми можно дальше работать. Плюс вот, как я уже сказала, я люблю делать всякие паттерны, такие очень простые, понятные вещи. Вот, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, я буду делиться, потому что я начинающий стокер, начинающий фотошопер, я только это все осваиваю, вливаюсь в этот процесс, мне все дико интересно. Я с удовольствием буду делиться, потому что здесь просто показан процесс очень быстро. Если надо что-то подробнее, то я с удовольствием с вами поделюсь. Так что подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока.